Никто не ожидал такого поворота событий. В одну секунду все выглядело нормально. Камеры работали. Атмосфера была спокойной. Фанаты улыбались, ожидая еще одного знакового момента. А потом что-то изменилось. Без предупреждения Тэхён внезапно повернулся и бросился прочь. Никаких объяснений, никакого взгляда назад. Энергия мгновенно изменилась. Толпа замерла. Персонал выглядел растерянным. Но больше всего всех шокировал не только его внезапный уход. Это был Чингук. Выражение его лица изменилось за секунды. Улыбка исчезла. Его глаза следили за Тэхёном. И на мгновение он выглядел совершенно потрясенным, словно тоже не ожидал этого. Что произошло в тот самый момент? Было ли это недоразумение или что-то гораздо более серьезное за кулисами? На несколько секунд никто не двигался. Звук в комнате не исчез, он затих. Разговоры перешли в шепот. Камеры продолжали вспыхивать, но энергия изменилась на что-то резкое и неприятное. Тэхён не замедлил шаг. Он не оглянулся. Это был не тот уход, который обычно списывают на «ему, наверное, нужен был перерыв». Он казался внезапным, преднамеренным, почти срочным. И Чингук это понимал. Он стоял, застыв на месте, с напряженной челюстью, взглядом устремленным в сторону, куда только что исчез Тэхён. Он попытался быстро прийти в себя, слегка кивнул, сделал глубокий вдох, но камера уже запечатлела это. Тот миг, когда его самообладание пошатнулось. Фанаты пересматривали это снова и снова. Почему Тэхён ушел вот так? Почему Чингук выглядел так, будто его застали врасплох? Некоторые говорили, что это усталость. Другие настаивали, что это недоразумение за кулисами. Но напряжение не возникло из ниоткуда. Если присмотреться к моментам, предшествовавшим этому, были признаки: слишком долгая пауза, несоответствующий взгляд, слегка запоздалая реакция. Тонкая, но заметная. Тэхён был тише обычного. Не отстраненный, но сдержанный. Его обычная игривая энергия сменилась чем-то более сдержанным. Чингук, напротив, казался предельно внимательным, наблюдал, подстраивался, пытался сохранить непринужденную атмосферу. Затем наступил тот момент. Что-то было сказано. Не громко, не драматично, но достаточно. Выражение лица Тэхёна изменилось. Не злое, не обиженное, а твердое, как будто он принял решение в режиме реального времени. Через несколько секунд он отошел. Никаких драматических жестов. Никакого видимого спора. Просто уход. Чингук не последовал за ним сразу. Именно это сделало ситуацию более напряженной. Он остался, словно взвешивая, стоит ли сохранять профессионализм или гнаться за тем, что вышло из-под контроля. Именно это колебание больше всего потрясло людей, потому что колебание означает конфликт. Интернет-аналитики языка тела начали разбирать все по кадрам: натянутые плечи, едва заметное сжатие рук Чингука, то, как Тэхён избегал зрительного контакта перед уходом. Было ли это напряжение, которое тихо нарастало неделями? Или это было личное дело, случайно выплеснувшееся на публику? Что сделало все еще более напряженным, так это то, что произошло потом. Чингук пытался вести себя так, будто ничего не произошло. Он улыбался. Он отвечал на вопросы. Он говорил ровным тоном. Но его взгляд постоянно блуждал не в сторону зрителей, не в сторону камер, а к выходу. Эта молчаливая рассеянность говорила громче любых заявлений. Закулисные репортажи оставались расплывчатыми. Никаких официальных объяснений. Никаких уточнений. Просто молчание. А молчание порождает теории. Некоторые фанаты считают, что это была эмоциональная перегрузка, давление, ожидание, постоянное внимание. Другие думают, что это было что-то личное между ними, что-то неразрешенное, что наконец вышло на поверхность.
Но вот что делает этот момент незабываемым. Когда Тэхён вернулся позже, энергия была другой. Не взрывной. Не враждебной. Сдержанной. Слишком сдержанной. Они снова стояли рядом, но естественный ритм казался немного нарушенным, как у двух людей, которые глубоко понимали друг друга, но при этом пытались разобраться в чем-то хрупком. Чингук был осторожен, сдержан. Каждое движение было обдуманным. Каждое слово выбрано. Почти защитнический. Почти сожалеющий. Что бы ни произошло в эти несколько минут, оставшихся незамеченными, что-то изменилось, пусть даже временно. И камеры, возможно, никогда не запечатлеют всю правду. Потому что иногда самые сильные истории заключаются не в том, что сказано, а в том, чего избегают. Вопрос остается, был ли это всего лишь мимолетный эмоциональный момент под давлением? Или мы стали свидетелями трещины в том, что фанаты считали нерушимым? После того, как камеры переключились, атмосфера не расслабилась, она накалилась. Тэхён не сразу вернулся в центр внимания. Он оставался вне поля зрения дольше, чем ожидалось. Не слишком долго, но достаточно долго, чтобы люди это заметили. Достаточно долго, чтобы начали распространяться слухи. Тем временем Чингук в одиночку нес на себе всю тяжесть происходящего в зале. Он спокойно отвечал на вопросы. Он сохранял осанку. Он даже смеялся в нужные моменты. Но чего-то не хватало, той естественной непринужденности, которая обычно отличает его, когда рядом Тэхён. Была одна деталь, которую фанаты не могли игнорировать. Чингук дважды поправил наушник за это время. Небольшой жест, но ненужный. Почти как отвлечение. Почти как будто ему нужно было чем-то занять руки. Когда Тэхён наконец появился, он не был смущен. Он не был явно эмоционален. Он был спокоен, слишком спокоен. Такое спокойствие не рождается из хаоса. Оно рождается из контроля. Из решения, что бы ни случилось, все останется под контролем. Они снова стояли рядом, не на расстоянии, но и не так естественно синхронизировано, как раньше. Их движения больше не отражали друг друга инстинктивно. Их ритм был нарушен на полсекунды. А полсекунды достаточно, чтобы напряжение стало заметным. Чингук бросил на него короткий взгляд, словно проверяя температуру ситуации. Тэхён не избегал его, но и не встречался с ним взглядом полностью. Взгляд не был холодным. Не был теплым. Он был осторожным. А осторожность – это не то, как они обычно себя ведут. В последующие дни не было никаких публичных разъяснений. Никаких загадочных постов. Никаких драматических намеков. Просто все как обычно. Расписание продолжалось. Выступления продолжались. Улыбки вернулись. Но фанаты заметили закономерности, меньше спонтанного взаимодействия, больше структурированного расположения, едва заметное изменение в том, кто инициировал контакт. Ничего очевидного. Ничего достойного заголовков. Просто по-другому. А когда между двумя людьми, известными своей явной химией, происходят изменения, зрители чувствуют это мгновенно. Тем не менее, ни один из них не избегал стоять рядом друг с другом. Это важно. Избегание создает дистанцию. Близость предполагает разрешение конфликта, или, по крайней мере, готовность. В заключительной части выступления произошел тихий обмен. Тэхён слегка поправил свое положение, чтобы приблизиться к Чингуку без всякой просьбы. Никакого грандиозного жеста. Никакого драматического обмена. Просто выравнивание. Чингук ответил едва заметным кивком, едва заметным, но обдуманным. Это не жесты людей, которые теряют контроль над собой. Это жесты людей, которые пытаются разобраться в чем-то в частном порядке, но публично это защищают. Прошли недели. На первый взгляд, все казалось стабильным. Все продолжалось. Проекты продвигались вперед.
Улыбки снова стали более естественными, почти слишком естественными, как будто оба понимали важность восстановления баланса перед всем миром. Но что-то изменилось. Не кардинально. Глубоко. Такое изменение происходит, когда два человека молча признают почти переступленную черту. Вскоре после инцидента состоялось выступление, где атмосфера была другой. Не тяжелой, а сосредоточенной. Тэхён держался спокойно и напряженно, сдержанно и обдуманно. Чингук излучал тихую решимость, словно человек, принявший какое-то внутреннее решение. Они не избегали друг друга. Они читали друг друга. Каждое движение казалось продуманным. Когда Тэхён шагал вперед, Чингук, естественно, подстраивался. Когда Чингук слегка поворачивался, Тэхён повторял движение. Не преувеличено. Не натянуто. Просто синхронно. Эта синхронизация казалась заслуженной, как будто все, что произошло во время этого внезапного ухода, стало личным контрольным пунктом. Потому что иногда напряжение не разрывает связи. Оно их укрепляет. Позже широко распространился конкретный закулисный ролик. Без звука, только видео. Тэхён говорил тихо. Чингук слушал, не перебивая. Никаких защитных жестов. Никакого видимого разочарования. Только серьезность. И вдруг Чингук улыбнулся первым, не публично, не отполированно, как перед камерами. Слабо. Тэхён ответил чем-то еще более тонким, смягченным взглядом, который длился меньше секунды. Эта секунда имела значение. Она опровергала все теории о последствиях. Она указывала на разрешение конфликта. А что, если этот внезапный уход был вовсе не из-за гнева? Что, если это было из-за перегрузки? Что, если уход был самым взвешенным решением в тот момент? И что, если дрожащее выражение лица Чингука было не страхом конфликта, а страхом неправильного толкования? С тех пор все стало стабильно. Меньше непредсказуемых реакций. Больше уравновешенной энергии. Никакой преувеличенной близости, чтобы что-то доказать. Никакого явного отстранения. Просто баланс. Это поднимает самый главный вопрос: создал ли этот момент дистанцию или предотвратил нечто худшее? Публика увидела внезапный уход. Они увидели потрясенное выражение лица. Они почувствовали перемену. Но они не увидели последующего разговора, переосмысления, решения двигаться вперед, не подпитывая спекуляции. Возможно, дело было вовсе не в конфликте. Возможно, дело было в контроле над повествованием, контроле над эмоциями, контроле над тем, что принадлежит миру, а что нет. Одно остается неоспоримым. Этот момент раскрыл нечто редкое. За отточенной игрой и синхронными появлениями скрываются настоящие реакции, настоящие инстинкты, настоящие эмоции. Уход, возможно, был внезапным, но эффект был преднамеренным. И то, что разрешилось в тишине после этого, возможно, сделало их взаимодействие сильнее, чем кто-либо осознает. Или, возможно, следующий неожиданный момент покажет, что история еще не закончена.